Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я хочу вам показать, как вязать вот такие слитки тунисским вязанием полностью. Вязать я буду, они у меня вышли на 39 размер. По размерам сейчас тоже все расскажу. Для вязания мне понадобится, вязать я буду крючком номер 3. Пряжа, это турецкий акрил у меня, в 100 граммах 240 метров. У меня 3 цвета, да, 4 цвета. Основной белый, вот такой вот оттенки синего, темно-синий, голубой и вот такой вот синий. Вы можете вязать любой пряжей, если метраж подходит к моему, то мое вязание вам подойдет. Значит, было 100 грамм вот в мотке. Сейчас я довяжу подошву. И вот что остается, ну сейчас еще на подошву уйдет, достаточно 100 грамм основного цвета. Теперь далее, вот это вот сам следок. Схему я выведу на экран. Можно остановить видео, сделать скриншот, а также схема будет в сообществе. Раньше это было сообщество, сейчас это называется записи. В шапке профиля на экране там я располагаю фотографии и будут схемы. Значит, по размерам. Размер уменьшать вот здесь вот в начале. Я по ходу вязания опять об этом говорила, но сейчас сразу скажу. Вот у меня тут 3 ряда провязано основным цветом. Значит, на 38 провяжем на 1 ряд меньше, на 37 еще на 1 ряд меньше. Вот так вот. Так, что еще вам сделать? Что вам сделать такого? Давайте я вам его замеряю сразу в длину весь. Это он еще без пятки, конечно, деталь. Вот 23,5 сантиметра. Тунисское вязание не очень хорошо растягивается, но будет с пяткой. Я померила. Ну, я вяжу плотно, поэтому ориентируйтесь по своей плотности вязания. Так вот, значит, видео у меня будет вязать. Я буду самые основные моменты отсняла частично, чтобы было понятно начало, потому что здесь до мыска 40 рядов, попетельно это провязать просто физически очень сложно. Начало отсняла, мысок провязала попетельно, вот этот вот клин, ну и потом перешла на вторую сторону. Надеюсь, что рассказала доходчиво. Если будут какие вопросы, опять же, пишите в комментариях, по мере возможности попытаюсь разъяснить, объяснить. Ну что, переходим к просмотрам. Берем крючок. Еще что хотела сказать. Вот если маленький вообще размер, 36-37, можно вязать крючком номер 2,5. Я просто вяжу плотно, поэтому я в этот раз сделала крючок номер 3. А так крючок меньше и уменьшится сразу размер. Вот. Так, перехожу к вязанию, но прежде чем начать вязать, крючок приготовила. Пряжа вот у меня. Так, что у меня? Темно-синий, голубой и вот такой синий, скажу. Сизый, синий, вот 3 оттенка у меня синего, да. Белый цвет я размотала на маленькие клубочки. Это тоже я нарезала, чтобы в конце каждого ряда просто нитку вытягиваю, чтобы нити сильно не запутывались. Белый тоже буду вязать. Значит, одну нитку белую подвяжу с одного краю, одну со второго, чтобы у меня вот здесь, например, не было больших протяжек. Поэтому я вот так вот нарезала. Так, сейчас начну вязать вместе с вами. Покажу, как это вяжется. Сейчас вот схема. Вяжем. Будем вязать по такой схеме. Вот разрисовала все это, правая сторона. Кто знает, как вязать, можете сразу забирать схему. Или, как я уже говорила, она у меня будет в шапке профиля есть такая графа, записи написано. И там я размещаю фотографии и схемы. Значит, смотрите, сейчас я начну вязать вместе с вами. Чтобы было, кто не знает, как это вяжется, тунисское вязание. Потом до начала убавок провяжем самостоятельно. Потом я к вам вернусь вместе с вами, провяжу мысок. Значит, потому что количество петель вот до убавок 29 рядов. Потом еще вот здесь добавится у нас 10, еще мысок. Но никто вам 40 рядов диктовать не будет. Поэтому учимся, учимся вязать по схеме. Так, начало у меня 24 петли. Теперь по размерам. Вот смотрите, я провяжу в начале 3 ряда основным белым цветом, потом перейду к узору. На
39 у меня размер они. На 38 на один ряд меньше. На 37 еще на один ряд меньше. Провязать, только один ряд оставить белым. Или же, если маленький размер, 36-37, возьмите крючок номер 2,5. Тогда размер уменьшится. Я взяла крючок номер 3, потому что я вяжу очень плотно, и они у меня, ну вот, дубовые получаются, картонные. Так, ну что, начинаем вязать. Набираем сейчас 24 петли. Я набираю 24 петли, размер 36-37, набирайте 23 петли, на одну петлю меньше. Значит, сначала воздушные петельки делаю, 24 вот таких вот петельки. Хотела так по-быстрому. 1, 2, сильно не затягивайте. 3, 4, 5. Таким методом набираю петли. Набрала 24 петли. Теперь крючок ввожу в каждое звено и вытаскиваю одну петельку. 1, 2, 3, 4, и так до конца. 5, 6, 7, 8, 9. И последняя. Все, петли набрали. Теперь я захватываю ниточку и сразу протягиваю через первую и через вторую. Опять захватила, раз протянула и второй раз протянула. И так я возвращаюсь в начало ряда. Все, первый ряд у нас сейчас будет провязан. Пришли в начало ряда, следующий ряд вяжем точно так же, как и предыдущий. Опять захватываю нить, ввела крючок, вытащила. Так, что это с ракурсом? Ввели крючок, вытащили, ввели крючок, вытащили. Так, идем до конца ряда. Так, пришла в конец ряда, последняя кромочная петля, я ввожу крючок вот под две дужки, захватываю нить, вытащила, опять захватила и возвращаюсь обратно. Под 2 петли возвращаюсь обратно, перекручивается. Провяжу сейчас еще один ряд и перейду к узору. Так, провязала 3 ряда, теперь далее вяжем по схеме. Смотрите, что у нас по схеме. Белый цвет, пустые клетки, это белый цвет, понятно, основной. Теперь темно-синий цвет начинается у нас. Значит, первые 14 петель белым цветом провязываем, 1 темно-синим, 3 белым, 2 темно-синим и 4 петли белым цветом. Так, вяжем. Первая на спице, считаю вместе с кромочными, понятное дело. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 петля темно-синим цветом. Можно подвязывать сразу к белому цвету. Я вот просто вот так петельку делаю и протягиваю вот так вот, чтобы не развязалась. Далее 3 петли белым.
2 темно-синим. Нить вот перебросила, под низом провела в одном направлении. Или сверху, или снизу проводим. Ну, иногда забываешь, можно и сверху, и снизу провести. Это человеческий фактор. Так, 2 темно-синих провязали. Далее 1, 2, 3, 4 петли осталось. Белым цветом провязываем. 1, 2, 3 и последняя. По 2 дужки ввела крючок я. Захватила ниточку, вытащила. Захватываю нить. Через 2 протянула. Через первую, через вторую. Возвращаюсь с начала ряда. Теперь у нас тут синий цвет. Перебросила нити. Синим цветом провязали 2 петли. Далее белый цвет подняли. Белым провязываем. Опять синим. Опять белым. Все, белым довязываем до конца ряда. Здесь уже без изменений. Узор у нас меняется только когда мы идем влево. Да? Обратный ход мы вяжем каждый цвет над своим цветом. Здесь у нас изменений нет. Когда-то был такой вопрос. Ну, кто новички, не могли понять, как вяжется обратный ход. Пришли в начало ряда, второй ряд узора. Опять вяжем по схеме. Первые 14 петель опять у нас белым цветом. Провязываем 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязали. 1 петля темно-синим. Провязали. 2 белым. Одна темно-синим. Провязали. Опять 2 белым. Одна темно-синим. И оставшиеся петли, 3 петли осталось, провязываем белым цветом и возвращаемся по узору в начало ряда. Белым провязали, далее синий над синим, белый над белым. Нити перебросила, подняла синий, провязала синим, подняла белый, провязала белым. Так, идем в начало ряда. Так, это у нас второй ряд. Ой, схему глянула и не ту нитку подняла. Все, белым довязываю до конца. Так, пришли в начало ряда. Не пришли. Так, что у нас сейчас? Смотрите. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Третий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель провязываем белым. 4 петли темно-синим, 1 белым, 1 темно-синим. Далее у нас 4 петли белым, 1 темно-синим вяжем и 3 белым. Думаю, для чего я остановилась? Вот смотрите, мы сейчас второй ряд я возвращаюсь обратно, и у меня третий ряд начнется вот на 4 темно-синих петли вперед, да? Чтобы не делать эту протяжку вперед из 4 синих петель, я когда обратный ход возвращаюсь, например, я эту темно-синюю нить переброшу. Вот провязала, перебросила. 1, 2. Еще раз перебросила. Вот все, на 4 петли вперед перебросила. Потом довязываю до конца, и она вот у нас закрепилась здесь сзади. Так, вяжем третий ряд. 1, 2, 3 белым цветом. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Осталось 4 петли белых здесь у нас. Провязываем темно-синим цветом. Вот нить подняли. 1, 2. Теперь белую здесь можно перебросить. 3, 4. Провязали. Далее 1 петля у нас белым. Провязали. 1 темно-синим. Далее 4 петли белым. 1, 2, 3. Через 2 петли синий перебросила. 4 белым провязала. 1 темно-синим. И оставшиеся петли до конца ряда провязываю белым цветом. 1, 2, 3 провязали. И возвращаемся в начало ряда. Я уже обратные ряды показывать не буду. Захватываем и по 2 возвращаюсь. Потому что видео получится на 2,5 часа. Белый над белый, синий над синим. Пришли в начало ряда. Это у нас 1, 2, 3, 4 ряд узора. Теперь что у нас по схеме идет? Первые 9 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Белым цветом провязала. 1 петля. Не одна. 3 петли темно-синим. 1, 2, 3. Смотрите, вот я когда обратно возвращалась, не перебросила нить, оставилась большая протяжка. Теперь можно просто вот так вот крючок ввести, подхватила, следующую провязала, и она перекрывается у нас. 3 синим провязали, далее 1 белым провязали. Так, что у нас по схеме идет? 2 темно-синим опять провязали, 1 белым. Следующее провязали по схеме 1 белым. Далее 4 петли темно-синим цветом. 1, 2. Так, здесь перебросим белый цвет. 3, 4. И оставшиеся 4 петли довязываем белым цветом. Это был 4-й ряд у нас. Довязали, вернулись в начало ряда. Вот так вот. Так, вернулась в начало ряда. Теперь у нас что? 5-й ряд далее идет. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель провязали белым, 3 петли темно-синим, 2 белым, 1 темно-синим. И оставшиеся петли мы провязываем белым цветом. 1, 2, 3. Так, что это солнце? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали по схеме белым цветом. Далее что у нас идет? 3 петли темно-синим. Провязываем. Провязали. 2 белым. 1 темно-синим. И оставшиеся петли до конца ряда мы провязываем все белым цветом. И по узору возвращаемся в начало ряда. Довязываем ряд до конца все белым и возвращаемся. Так, это мы закончили 5-й ряд. Сейчас хочу дойти до следующего цвета, и там уже далее будете вязать по схеме самостоятельно. Так, белым провязали. Довязали ряд до конца белым. Все, захватили нить и возвращаемся. Пришли на лицевую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас 6-й ряд.
Белым цветом вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель провязываем по схеме белым цветом. Далее одна петля у нас идет темно-синим. Далее одна белым. И 4 петли темно-синим. 1, 2, 3, 4. Ой, 4. Оставшиеся петли до конца ряда мы провязываем белым цветом. Далее у нас тут будет узор расширяться, поэтому я сейчас сразу подвяжу здесь уже второй клубочек белого цвета, чтобы потом белый не делать протяжки, не перебрасывать, иначе будет здесь вот толщина такая вот плотная сильно будет из-за того, что там будет 3 цвета друг на друга. Это, ну, можно, конечно, если у вас пряжа тоньше, допустим, то, может быть, этой плотности не будет. Так, подвязала белый цвет, довязываю до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель у меня осталось, довязала. 6 ряд, последние 6 петель. Возвращаюсь с начала ряда. Заворачивается. Пришли в начало ряда, 7 ряд узора. Здесь мне понадобится голубой цвет. Так, вот он, 7 ряд узора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем по схеме. 7, 8, 9, 10, 11. Провязала. Так, что у нас теперь? 2 петли темно-синим цветом. Так, далее 2 петли белым. Провязали. Одна темно-синим по схеме идет. Провязали. Далее 2 голубым. Подвязываю голубой цвет. Провязываю 2 петли голубым. Одна и вторая. Далее одна темно-синим. Провязали. И далее, что у нас там осталось? 5 петель белым цветом. Вот у нас подвязанная нить белая. Довязываем до конца. Все. И обратно опять же возвращаемся каждый над своим цветом. Если, как я уже говорила, ширина будет большая, чтобы не тянуть сильно большую протяжку, можно подвязать новую нить. Все, опять захватила ниточку, возвращаюсь в начало ряда. Так, перебрасываю здесь. Что у нас по рисунку? Темно-синий провязали, перебросили. Теперь что у нас дальше идет? Голубой провязали. 2 голубым опять перебросила. Подняла темно-синий цвет. Сильно не затягивайте. Далее у нас идет белый. Протянула белым. Так, 2 темно-синих, опять темно-синим. И заканчиваем белым цветом. Все, значит, так, сейчас провяжем 29 петель у рядов узора. Потом у нас начнутся убавки на мысок. Там я к вам уже вернусь. И опять буду вязать вместе с вами, как там мысок вяжется. Сначала начнем, а уже весь клин мыска я ряд за рядом провяжу потом. Значит, довяжу вот до начала убавок и встретимся. Еще раз, кто хочет сделать скриншот, можете остановить видео, сделать скриншот. Так, вяжем нашу половинку слитка.
Провязала я 29 рядов узора. Далее буду делать убавки. Смотрите, вот наша схема. Вот мы провязали узор. Теперь начинаются убавки. В конце ряда, не довязывая по 2 петли, мы будем возвращаться обратно. В каждом ряду оставляем по 2 петли. Будем так убавлять, пока не останется 6 петель на спице. И заканчиваем этот узор провязывать. Значит, теперь сейчас провязываем следующий ряд. Провязали следующий ряд. Осталось 2 петли на спице, кромочная еще одна. Возвращаюсь обратно. Так, захватила петельку, провязала, опять захватила. И по 2 точно так же возвращаюсь обратно. Так, теперь здесь вяжем каждый цвет над своим цветом, что у меня было 3 голубых, 1 синяя, иди сюда, ну. 1 белая, 1 синяя, и 1 голубая. Так, опять вяжу по схеме далее. Что здесь дальше идет по схеме? Следующий ряд. 3 белых. Первая, вторая, третья. 1 синяя, сизый, синий. 2 темно-синих. Вот смотрите, если осталась нитка далеко, ее можно крючком вот поддеть петельку и подтянуть ее, вот так вот протянуть здесь и вытянуть. Так, 2 темно-синих по схеме провязала. Далее что у нас там идет? 1 голубая провязываю, 1 белая, опять 1 синяя и 2 голубых. 1, 2 провязали. Так, теперь смотрите, чтобы не сбиться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 белых петель у нас должно остаться. Вяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот осталось у нас опять 2 петельки. Опять захватываю ниточку, раз протянула, и далее второй раз захватила и возвращаюсь в начало. И так каждый ряд вяжем, не довязывая 2 петли, возвращаемся обратно. Вот такие вот зубчики будут получаться. Убавим, пока не будет 6 петель. Я к вам вернусь. Сейчас вяжем, убавляем самостоятельно. Я к вам вернусь и пойдем вязать уже мысок тогда. Закончили делать убавки. Провязали последние вот 6 петель сейчас на спице. Так, что я хотела сделать? Давайте я вам замерю длину, что у меня получилось, так, для информации. Вот смотрите, до начала убавок у меня сколько здесь? 13 сантиметров и в ширину 8,5. Теперь 6 петель на спице последние. Опять возвращаемся обратно. Мы оставили здесь 2 последних петельки, убавки. Все, вот теперь на этом закончено.
Теперь нужно все эти петли поднять на спицу. Провязываем опять эти 6 петель. Провязали. Далее, вот у нас убавка. Провязываем. Одну подняли петлю, вторую. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поднимаем петли дальше. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. И последние 2 петли осталось. 23, 24. Все петли подняли. И возвращаемся теперь обратно. Последнюю я под 2 дужки вела крючок, захватила. И опять захватила нить, через первую, через вторую протянула. Так, идем в начало ряда. Так, пришли в начало ряда. Теперь далее вторая схема. Вяжем по второй схеме. Значит, смотрите, теперь мы будем вязать мысок. Состоит из 2 клиньев. Первый клин теперь мы будем по 2 петельки добавлять и вывязывать узор. После того, как добавили, мы их опять будем убавлять. Это у меня середина. И второй клин будет вязаться точно так же, как и первый. Я сейчас с вами первый клин провяжу. Ну, а второй он такой же самый. Так, значит, с чего у нас здесь начинается? 6 петель. И в каждом ряду мы прибавляем по 2 петли. Так, провязываем 6 петель теперь. Первая на спице, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Провязали. Возвращаемся обратно. Следующий ряд опять провязываем 6 петель и добавляем уже 2. 4, 5, 6 провязали. 1, 2 добавили. Опять захватили нить и возвращаемся обратно. Теперь провязываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 добавили. 1, 2. Получилось 10. Возвращаемся обратно. Так, следующий ряд точно так же вяжем. Узор у нас будет начинаться. Сейчас мы провяжем будет 12 петель. И следующий ряд 14 петель с добавкой будет начинаться узор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 добавили, 11, 12. Захватили. Возвращаемся в начало ряда опять.
Далее вяжем по схеме. Так, что у нас там по схеме? Первые 6 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна петля темно-синим. Одна темно-синим провязали одну, 2 белым, одна темно-синим. Так, у нас здесь осталось 2 петли, провязываем белым цветом 2 петли и 2 добавляем. 2 добавили. Все, возвращаемся обратно. 14 петель на спице сейчас. 4, 5, 6, 7. Это чтобы не скучно было. 8, кот орет. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Март месяц пришел. Следующий ряд. Здесь понадобится голубой цвет. Провязываем 7 петель белым цветом теперь. Так, первая на спице, вторую провязали, третью провязали, четвертая, 5, 6, 7. Провязали. 2 голубым. Две голубым провязали, одна темно-синим. Далее 6 петель вместе с добавкой будут белым цветом. У нас 4 петли белым осталось и 2 еще добавляем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добавили 2. Захватили. Возвращаемся обратно по узору. Идем в начало ряда. Следующий ряд. Первые 7 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязали. Далее 2 петли голубым, 1 белым, 1 темно-синим, 2 белым, 1 темно-синим, 1 белым, 1 темно-синим и 2 петли белых добавляем. Добавили 2 петли. Вот что получается. Теперь опять захватываем нить и возвращаемся по узору в начало.
Нити перебросила. Опять нити перебросила. Так, вот изнанка, кому было интересно. Вот такая вот. На видео немножко не усмотрела, протянула. Так, идем в начало ряда. Следующий ряд. Это узор получается 1, 2, 3, четвертый ряд узора получается у нас, да? Угу. Первые 6 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Далее 2 темно-синим. Одна белым. Одна голубым. Одна темно-синим. 2 белым. Две темно-синим. Белый цвет. До конца ряда осталось 3 петли, провязываем их белым цветом и 2 петли добираем. Всего получается 5 петель белым цветом. 1, 2, 3 провязали, 2 добрали, 4 и 5. Так, здесь у нас осталось 4. Захватили и возвращаемся обратно. По 2 петельки вместе по узору возвращаемся в начало ряда. Следующий ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель белым цветом провязываем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. 3 петли темно-синим. Так, здесь вот голубой цвет можно перебросить сразу, чтобы потом не протягивать. Одна белым. Одна темно-синим. И все оставшиеся петли завязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 2 добавляем. 8, 9. И осталось у нас последних 2 петли. Сейчас будем последний ряд вязать. Протянули и по 2 опять возвращаемся в начало ряда. Так, следующий ряд, это середина у нас будет, 11 петель. Провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали. Далее 3 петли темно-синим цветом. Провязали и оставшиеся все петли до конца довязываем белым цветом.
Так, провязали 8 петель белым и 2 поднимаю, последние 2 петли. Все петли на спице, на крючке. Захватили нить, опять возвращаемся в начало ряда. Так, пришли в начало ряда. Вот у нас пол клина получилось. Теперь смотрим опять, что мы здесь навязали. Смотрите, вот мы сейчас провязали середину с вами. Вот она. Теперь следующий ряд, вот этот вот цветочек, он получается у нас вяжется в зеркальном отражении. Ну, я сейчас начну его тоже вязать. Вяжем, вяжем, вяжем. И теперь, как мы вязали в самом начале, в начале были у нас убавки, по 2 петли не довязывая, будем убавлять. Вот убавим опять до 6, и первый клин будет закончен. Потом опять все эти петли поднимем, 24 петли провяжем, и опять повтор первого клина. Так, теперь что у нас здесь сейчас? Вот опять начало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель провязываем белым цветом сейчас. Провязала 8 петель белым цветом. Теперь, смотрите, в зеркальном отражении вот здесь мы заканчивали 3 петли. И точно так же сейчас повторяем. 3 петли темно-синим провязали. 1 белым. 1 темно-синим. Далее вяжем белым цветом до конца ряда и, не довязывая 2 петель, вернемся обратно. Осталось 2 петельки на спице. Иногда в камеру не успеваю заглядывать, но я извиняюсь, ракурс падает, когда сильно близко подношу к экрану. Так, надо новую камеру покупать. 2 петли оставили, захватили ниточку и возвращаемся в начало ряда. Пришли в начало ряда, следующий ряд, 6 петель провязываем белым цветом. Провязали. Далее 2 петли темно-синим. 1 белым. 1 голубым. 1 темно-синим. 2 петли белым. 2 темно-синим. И оставшиеся петли, это будет 5 петель у нас остаться должно. 1, 2, 3, 4, 5 провязали, 2 осталось. Возвращаемся обратно, захватили ниточку и возвращаемся по 2 петли, протягивая нить. Раз протянула, второй раз протянула. Все по узору. Я и 3-м номером крючка умудрилась плотно вязать, что крючок аж скрипит. Не знаю, слышно вам на камеру или нет. Следующий ряд, первые 7 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 белым, 2 голубым, 1 белым, 1 темно-синим,
2 белым, 1 темно-синим, 1 белым, 1 темно-синим. Далее белый цвет. Раз петлю провязали, вторую провязали. Все, 2 петли опять оставили. Возвращаемся обратно. Провязываем все по узору, идем в начало ряда. Следующий ряд, первые 7 петель белым цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 петли голубым. 1 темно-синим. 'Так, оставшиеся петли провязываем белым цветом. Должно остаться по схеме, что у нас здесь 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали, 2 петли осталось. Возвращаемся. Идем в начало. Следующий ряд, первые 6 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. 1 петля темно-синим. Провязала. 2 белым. 1 темно-синим. 'Так, и должно у нас остаться 4 белых петельки. 1, 2, 3, 4 белым провязали, 2 оставили, возвращаемся обратно, захватили, идем в начало. Пришли в начало ряда, следующий ряд и следующие ряды. Все, узор у нас закончился. Все вяжем белым цветом и, не довязывая 2 петель, делаем убавки. Далее все продолжаю вязать белым цветом. Так, вот эту вот синюю нить сразу буду перебрасывать. Она мне будет в конце нужна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 петли осталось. Все, захватили, возвращаемся обратно. И так каждый ряд, пока у нас не останется опять 6 петель. Вяжем следующий ряд опять белым цветом я вяжу, не довязывая 2 петель, возвращаюсь обратно. Убавим до 6, как я сказала. Все то же самое. Так, оставили 2, 2, 4, 6, 8, 10. Так, вяжем, убавляем теперь ряды. Так, сделала последнюю убавку. 1, 2, 3. На спице осталось 6 петель. Возвращаюсь обратно. Все, клин закончился у нас. Так, что у нас теперь? Теперь, сейчас, как я уже говорила, вот все петли я подниму, провяжу, точно так же, как было в начале один ряд. И следующий клин, повтор, то, что я сейчас с вами провязала. Опять мы по 2 петельки набираем и провязываем точно такой же узор. Так,
Последнюю петлю здесь провяжу темным цветом. Следующую набираем петли, провязываем 6 петель. Я провязываю одну белую, одну темно-синюю. Опять подняла петельку, провязала. Можно, конечно, 2 держать на пальце. И вот снизу, сверху. Но я так привыкла, мне так удобно. Поэтому вы вяжете, держите тем методом, как вам удобно. Нитки, спицы. Так, по одной поднимаю все петли. И будет на спице 24 петли. Пересчитывайте, ничего не пропустите. Ну, здесь несложно. Запутаться тяжело, я так думаю. Так, поднимаем до конца теперь все петли. Набрали все петли до конца. Опять последнюю петельку по 2 дужки ввела я крючок. Подхватываю, захватила все петли на спице. Возвращаемся обратно. Это у нас середина. Первый клин, полный клин закончили. Так, перебрасываю здесь нитки. Можно просто однотонным темно-синим провязать, можно белым. Это уже как вам хочется. Так, возвращаемся в начало ряда. Все, с этим понятно. Сейчас что делаем? Вяжем точно так же второй клин. Довязала ряд до конца. Теперь смотрите. Опять мы начинаем 6 петель, возвращаемся обратно. Следующий ряд 6 петель провязали, 2 петли добавили, вернулись обратно. Все то же самое, как вязали в начале. Вяжем по схеме опять. Вот первая на спице. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Провязали, захватила, вернулась обратно. Следующий ряд провязываем 6, добавляем 2. 8 получилось. 6 провязала, 2 добавила, захватила ниточку, раз провязала и второй раз. Возвращаемся обратно. Следующий 8 провязали, добавили 2, 10. Все. Значит, сейчас я провяжу полностью клин, убавлю опять же, как и первый, до 6 петель, к вам вернусь и начало второй половины начну. Закончили вязать второй клин. Вот что у нас получилось. Убавили до 6 петель. Все. 2 клина закончили. Теперь переходим, начинаем сейчас вязать вторую половину. Значит, после того, как мы сделали убавки, мы опять все петли поднимаем. Опять провязываем все вот эти вот 24 петли. Опять провязываю первые вот эти вот 6 петель. И по одной поднимаем все убавленные петли. Так, 6 провязала. И вот наши убавки поднимаем на крючок. Подняли все петли. И возвращаюсь обратно. Так, все, пришли в начало ряда. Дальше что мы делаем? Вяжем вторую половину. В зеркальном отражении она у нас будет. Теперь каждый ряд мы сейчас добавляем по 2 петли, провязываем узор, выходим на 24 петли и продолжаем по схеме вязать точно так же, как мы вязали первую половину. Смотрите. Так, вот эта схема правой стороны у нас была, да?
Теперь нам нужно левую сторону, получается. То если вот так вот смотреть, это была правая, теперь нам нужна левая. Я схему, как я уже говорила, выведу на экран, и в записях в шапке профиля будут. Теперь вы схему будете по-любому переснимать, перерисовывать. Смотрите, вот эта вот схема, мы ее переворачиваем. Фломастером, если рисовали, все отражается на стороне, на второй. Перевернули еще раз, и вот она вам получилась в зеркальном отражении. Вот, вот так вот сейчас будем вязать. Опять смотрите, 6 петель провязываем, 2 добавили в следующем ряду, опять 2 добавили, опять 2 добавили, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Белым цветом расширили до 12 петель. Следующий ряд у нас начинается узор. Вяжем вторую половину. Так, все петли мы собрали на спицу. Теперь 6 петель. Пусть она здесь полежит, но у меня просто сбивается резкость, когда что-то постороннее. Телефон умный переключает свое внимание на другие предметы. Поэтому так, провязываю 6 петель, возвращаюсь обратно. Следующий ряд добавляю 2 петельки. 6 провязала. Вернулись обратно. Следующий ряд опять провязываем 6, добавляем 2, будет 8. Заодно и математику повторю. 2 добавили. Опять возвращаемся обратно. Так, добавляем 12 петель. И уже следующий ряд, где будет 14 с добавкой, начнем вязать узор. Так, расширила 12 петель на спице. Следующий ряд у нас начинается узор. Что мы здесь вяжем? Первые 6 петель белым цветом, 3 петли голубым, 5 петель вместе с добавкой белым цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. Так, 6 петель белым провязали, 3 петли голубым, подсоединили голубой цвет. Три провязали. Далее 5 петель белым. Три у нас было нас провязанных вот. И 2 добавляем. Получилось 5. Провязали. Все. Возвращаемся обратно. В каждом ряду добавляем по 2 петли и вяжем. Можно смотреть схему, можно смотреть на противоположную сторону, вот отсчитывать здесь петли, точно так же провязывать с этой стороны, тоже как вам удобно. Вот обратный отсчет идет. Вот смотрите, сколько мы здесь провязали. 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 3 провязали голубым. Провязали. Возвращаемся в начало ряда. Так, опять что далее у нас? Первые 4 петли белых, 2 синих, 1 белая, 1 темно-синяя, 2 голубых вяжем. 1, 2, 3, 4. Так, 2 синих. Подсоединила синюю нить. Провязываем. Две синих провязали, 1 белая по схеме идет, провязали. Далее 1 темно-синяя, опять темно-синий цвет. Я там нитки все пообрезала, теперь подвязываю заново.
темно-синие и 2 голубых. Далее, что у нас после 2 голубых? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель вместе с 2 добавленными петлями. Провязываем. 1, 2, 3, 4. И 2 добавим. 1, 2. Все, 6 белых провязали. Захватили и возвращаемся обратно. И так добавляем по 2 петли, пока у нас не закончатся все петли. И дальше уже вышли на финишную прямую, так сказать. И заканчиваем все по схеме. Значит, сейчас довяжем вот эту вот сторону до конца. Я к вам вернусь и что пробежимся, провяжем подошву. Так, закончила вязать вторую половину. Закрываем теперь петли. Провязала и протянула через петельку. Крючок ввела, опять ее провязала, вот типа провязала и протянула через предыдущую петлю. Так, закрою все петли и перейдем к подошве. Так, теперь по изнанке все хвостики позачищаем, попрячем. Вот у меня остался один хвостик. Его сразу можно вот так вот подвязать, узелок здесь сделать. И дальше под нитками далее вот так вот раз протянули, подтянули, еще раз протянули. Теперь вверх-вниз, влево-вправо попрячем все хвосты. Все, вот такая вот изнанка вышла. Так, далее что делаем? Белый цвет опять у меня. Подошву буду вязать на 10 петлях. Если размер маленький, 37, 9 сделайте. Так, от середины 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда 5 будет 10. Так. Вытащила петлю, набираю петли. Так, этот хвостик забросить. Пять, 6, 7, 8, 9, 10. Набрала, да? 2, 4, 6, 8, 10. Все, на 10 петлях буду вязать до самого конца, соединять, прикреплять к боковой стороне. Так, теперь что мы делаем? Первую провязала и возвращаюсь в начало ряда. Опять же захватила ниточку по 2, возвращаемся. Так, каким способом? Да вот простым способом сейчас я буду прикреплять. Можно с обратной стороны вытаскивать, но я так думаю, что это для вас, скажете, заморочено. Поэтому вытащила нитку. Теперь смотрите, вот эту вот первую я не провязываю. Вот вторая петля сразу. Но это не петля, это вот кромочная здесь такая. Первая на спице. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязываю 10 петель. Провязала. Следующую ввела крючок под 2 дужки, захватила ниточку, я протягиваю эту нить через первую петлю, протянула, опять захватываю и по 2 возвращаюсь обратно. Подтянула здесь, чтобы она не убежала. Крючок ввела под 2 дужки опять. Эту нить вытаскиваю. Один, два, 3, 4. Опять провязываю 10 петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязала. Петлю достала. Протянула через последнюю. Опять захватываю и возвращаюсь обратно. Так буду вязать всю подошву. Крючок ввела, вытащила. Так, напротив голубой. И здесь сейчас будет напротив голубой. Просто я смотрю, что вот эти вот ряды совпадали. Смотрите, вот мы сейчас вытащили петлю. Вот у нас голубой ряд. Сейчас вернемся в этот ряд. Следующий у нас опять будет голубой. Так, провязываем. Пять, 6, 7, 8, 9, 10. Опять подхватили, вытащили петлю, вот, протянула, захватила нить и возвращаемся в начало ряда. Опять все то же самое. Ввела крючок. Подхватываю петлю, провязала. Провязываем до конца ряда все петли. Последняя. Я крючок ввожу по 2 дужки, как вы заметили. Не под одну, а под 2. Ну, так прочнее получается, как по мне. Вытащила нить и в следующую ввела в дужку, соединила, подтянула. Все, таким методом провяжу всю подошву, и точно так же потом я к вам вернусь, перейду на пятку, и также мы провяжем всю пятку. Там уже середину пятку мы немножко сделаем убавки. Что у нас получается? Вот так. Вот у нас закончилось на синем цвете. И вот здесь ряд тоже на синем. Вот я здесь сделала ошибку, начала с синего цвета. Просвечивает теперь, ну, перепутала. Вяжем сейчас, значит, подошву, соединим все петли до конца, встретимся. Закончила вязать подошву, и таким же методом я разворачиваюсь и продолжаю вязать пятку.
Вот такой вот у нас следок получился. Теперь продолжаю вязать пятку, те же 10 петель, только сейчас вот в конце, не довязывая 7 рядов, сейчас пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я сделаю убавки. Так, вяжу пятку. Перешли и точно так же вяжем. Провязала 10 петель пятки, ввожу крючок под 2 дужки с боковой стороны, захватываю нить, протянули, что-то опять падает, и возвращаемся в начало. И здесь также под 2 дужки ввела крючок, вытащила ниточку, петельку, все соединили. Теперь далее делаю убавки. В начале ряда 2 петли провяжу вместе, провязала, одну убавила, и также сделаю в конце. Следующую убавку буду делать через ряд. Убавлю до 4 петель. Осталось 3 петли у меня, 2 провязала вместе. Так, последнюю провязываю, соединяем, возвращаемся обратно, подтянули здесь. Следующий ряд вяжу без убавок, а потом опять делаю убавки. Соединим все петли пятки и закроем петли. Все, закрыли петли. Я последнюю закрыла цветной ниткой. Так, что у нас здесь получилось? Вот такая вот пятка у меня получилась. Дальше. Все, девочки, закончили. Теперь что? Нам нужно вот этот вот верх сделать красивым. Можно крючком просто обвязать пару раз или же рачьим шагом пройтись. Но я, как всегда, сделаю свою обвязку. Почему? Потому что она хорошо держит следок, сидит на ножке хорошо. Значит, сейчас я на 4 спицы наберу петли по всему верху. Спица номер 2,5. Первый ряд я провяжу синим цветом, наберу синим цветом и провяжу изнаночными петлями. Далее белым цветом основным я провяжу 9 рядов. Она вот такая вот у меня маленькая, сантиметра сколько, 1,5, наверное, будет, сейчас померяю. И потом это все примонтирую. Всего у меня будет, было 74, я 2 петельки убавила, 72 петли у меня. Так как мысок у нас не глубокий, поэтому петель больше выходит. Значит, все, взяла спицы и с помощью крючка, здесь край плотный получился, поэтому спицами набирать, думаю, будет сложно. Ввожу крючок под 2 дужки, захватываю ниточку и набираю по всему верху петли. Вот. Наберем петли, провяжем 9-10 рядов в высоту и закроем, прикрепим к следку. Провязала 9 лицевых рядов в высоту, выворачиваю наизнанку. В сантиметрах это у меня сколько получилось? Чуть больше 2,5. Разравниваю. И с помощью крючка прихватываем, примонтируем к следку. Значит, петлю сняла со спицы. Далее подхватываю вот поперечные петельки. Это самый, не самый, а первый наборный ряд. Вот синяя первая полоса идет. Подхватила одну.
Раз протянула нитку и второй раз протянула. Опять одну со спицы снимаю. Одну петлю подхватила. И подвязали. Раз, еще раз. Сильно туго не затягивайте. Но сильно свободно тоже не бросайте. Так. По одной закрываем все петли. И все. У меня на этом сегодня все. Вот такая вот получается. Я буду с вами прощаться. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.